Почему Чингук плачет перед Тэхёном? Неужели это действительно расставание? Неужели BTS больше никогда не выступят в полном составе, который всегда был их визитной карточкой? Это заявление не просто громкий заголовок. Эта новость потрясла всю мировую фанатскую аудиторию BTS, известную как ARMY, когда видео эмоционального момента между Чингуком и Ким Тэхёном стало вирусным всего через несколько часов после закрытой встречи в штаб-квартире HYBE. На видео, которое длится не более 2 минут, Чингук с дрожащим голосом и глазами, полными слез, говорит что-то не совсем ясное, но выражение его лица передает один универсальный смысл – прощание. Тэхён, стоявший напротив, молчал. Ни слова не сорвалось с его губ. Это молчание не было пустым. Оно было наполнено смыслом, тишина оглушительнее, чем любой крик. До момента публикации этой статьи не было официального заявления от HYBE Labels по этому поводу. Однако внутренний источник, пожелавший остаться анонимным, подтвердил, что этот момент произошел во время внутреннего совещания, где обсуждалось будущее каждого участника BTS после вступления их новых индивидуальных контрактов в решающую фазу. Драматизма ситуации добавило и то, что видео появилось всего за день до того, как HYBE без объяснений удалили ряд промо-материалов BTS с официального канала. Необычный шаг, который многие сочли слишком резким. Чон Чингук известен как один из участников, наиболее близких к фанатам. Он никогда не упускал возможности поприветствовать ARMY через прямые эфиры, посты или фан-встречи. Его слезы на видео явно не были частью маркетингового хода или актерской игры. Выражение лица было слишком настоящим, чтобы это отрицать. Эти слезы — не просто мимолетная эмоция, а отражение внутренней борьбы, долгое время скрываемой. Связан ли этот момент с слухами о том, что Чингук чувствует себя все более отчужденным от индустрии К-поп? Правда ли, что он рассматривает возможность покинуть шоу-бизнес и выбрать более уединенную жизнь? В последние месяцы Чингука все реже можно было увидеть на промо-активностях группы. Многие фанаты заметили его отсутствие на стратегических встречах с участием всех членов. Даже на праздновании 12-й годовщины дебюта BTS он появился лишь в коротком видео, выпущенном отдельно от других участников. В том ролике он выглядел похудевшим, говорил тише, а его слова звучали как завуалированное прощание. «Спасибо, что были с нами все это время. Если однажды меня здесь больше не будет, как сейчас. Помните, что я всегда вас любил», — сказал он тогда. Тогда это прощание сочли лишь проявлением любви к фанатам. Но теперь, с появлением нового видео с Тэхёном, эти слова снова разбирают тысячи аналитиков, фанатов и журналистов. Все сходятся во мнении, что здесь скрывается что-то большее, чем просто смена карьерного пути. Ситуацию усугубляет и реакция Тэхёна, известный своей экспрессивностью и спонтанностью. На этот раз он повел себя необычно. Промолчал. Очевидцы в комнате говорят, что у Тэхёна увлажнились глаза, но он не произнес ни слова. Когда Чингук закончил говорить, Тэхён лишь медленно кивнул, развернулся и вышел. Это молчание стало своеобразным символом границы между профессионализмом и слишком глубокими личными чувствами, которые невозможно выразить словами. Возникает вопрос, это знак того, что личные отношения между участниками начинают рушиться? Или они таким образом оберегают друг друга?
Аналитики корейской индустрии развлечений уже связывают этот момент с ежегодным отчетом HYBE, в котором отмечено падение показателей в музыкальном секторе группы с прошлого года. BTS, всегда бывшие флагманом доходов компании, теперь не демонстрируют прежнего регулярного и структурированного графика деятельности. Хотя некоторые участники, такие как RM и Хоппи, активны в сольных проектах, публика все чаще задается вопросом, куда движется BTS. Контракт BTS с HYBE был продлен в 2023 году. Еще на 7 лет, но это продление носило коллективный характер, а не индивидуальный. Это значит, что каждый участник по-прежнему может сам выбирать карьерный путь, включая возможность взять паузу, уйти или сменить агентство. В эксклюзивном интервью японскому журналу в этом году Чингук признался, что пережил темный период, когда сомневался в направлении своей жизни. «Я люблю музыку, но я люблю и себя. Иногда эти два чувства не могут идти вместе», — сказал он. Тогда его слова не вызвали большого резонанса. Но теперь они воспринимаются как часть большой мозаики происходящего. В то же время A.R. и Мой, всегда бывшие главной силой BTS, отреагировали крайне эмоционально. Некоторые фанаты даже написали открытое письмо HYBE с требованием разъяснить ситуацию. Они не только разочарованы, но и чувствуют себя преданными, ведь их не вовлекли эмоционально в важные решения, касающиеся их кумиров. Но за всем этим возникает другой вопрос. Не является ли все это частью заранее спланированного сюжета перед грандиозным камбэком BTS, намеченным на следующий год? Возможно. Это форма эмоционального эксперимента кей-поп-индустрии, которая все глубже исследует психологическую связь между артистами и фанатами. Некоторые наблюдатели считают, что да, корейская индустрия развлечений все больше переходит от простого музыкального продукта к всеобъемлющему эмоциональному опыту. Они создают драму, а не только песни, заявил профессор Ли Хёнчу из кафедры корейской поп-культуры Сеульского университета. Он добавил, что чем сильнее эмоциональная связь между артистом и фанатом, тем выше формируемая преданность. Но риск такого подхода — размывание границ между реальностью и созданным сценарием. Если так, то вопрос уже не в том, ушел ли Чингук из BTS на самом деле, а в том, можем ли мы отличить настоящее от искусственного. Как бы там ни было, ясно одно — это видео не просто ролик. Это момент, затронувший самую глубокую струну отношений между артистом и его поклонниками. Момент, который не скоро забудется в истории К-поп. И на фоне всего этого остается один вопрос. Действительно ли Чингук прощается? Или это только начало чего-то большего, чем простое прощание? Если проследить карьерный путь Чингука, с самого дебюта он не просто Макне, самый младший участник BTS. Он